Египетские пирамиды или пирамиды Гизы – самые известные древние архитектурные сооружения. Они являются последним из 7 чудес древнего мира и по сей день остаются одними из самых посещаемых туристами достопримечательностей в мире. Несмотря на это, вокруг пирамид все еще остается множество загадок, которые еще предстоит изучить. Давайте же о них поговорим. У многих людей, изучавших великие египетские произведения искусства и памятники древнего прошлого, возникает вопрос, как людям того времени удавалось резать массивные, тяжелые, толстые камни и скалы с той же легкостью, с какой сегодня мы режем масло. Даже крупнейшие строительные компании мира с трудом смогут повторить великие памятники Египта. Тем не менее, распространена теория, что древние египтяне создали их, используя лишь простейшие ручные инструменты. Однако мы не уверены в этом. Возможно, у них были мощные пилы. Самый наглядный признак этого – гранитный саркофаг в камере царя Великой пирамиды Гизы. Следы на дне гробницы могли быть оставлены только пилой, причем это должен был быть очень крупный инструмент. Нельзя с уверенностью сказать, какие зубья были у пилы, но вряд ли можно оспорить явное доказательство того, что пила все-таки применялась. Что же случилось с техникой резки камня древних египтян? И почему мы так и не нашли никаких современных следов этой технологии? Мы могли бы сделать целый фильм о тайнах Великой пирамиды Гизы в Египте, если бы захотели. Ей 4500 лет, и мы до сих пор не можем понять, как она вообще была построена. Уже один этот факт делает ее достойной включения в это видео. Но есть и еще одна тайна пирамиды, которая стала известна только в 2017 году. Используя сложную технологию сканирования, археологи обнаружили 2 большие полости в структуре пирамиды, и они понятия не имеют, что в них скрывается. Возможно, это не более чем служебные туннели, использовавшиеся при возведении здания, или же в них могут находиться еще не обнаруженные ранее гробницы. Одна из пустот имеет длину 30 метров и по форме напоминает большую галерею, которая расположена прямо под ней. Не исключено, что это пустое пространство было включено в проект строительства, чтобы уменьшить вес породы над большой галереей и предотвратить ее обрушение. Но было бы неплохо убедиться в этом. Судя по всему, пустоты не имеют никаких проходов, ведущих к ним напрямую, поэтому добраться до них будет нелегко. В настоящее время ученые разрабатывают новых роботов-проходчиков, которые могли бы помочь им в этом деле. Мы только что упомянули о том, что Великой пирамиде Гизы 4500 лет, но насколько мы можем быть в этом уверены? Ведущие историки утверждают, что пирамиды Гизы были построены за 85 лет, между 2589 и 2504 годами до нашей эры. Однако это может быть ошибочным фактом. Эта информация получена в результате радиоуглеродного датирования, проведенного в 1984 году на материалах, найденных внутри и вокруг пирамид. Тогда мы еще не знали о методе радиоуглеродного датирования столько, сколько знаем сейчас. Результаты дальнейших исследований, проведенных в 1994 и в 1995 годах, показали, что данные 1984 года могут быть искажены более чем на 2 столетия, что означает, что пирамиды моложе на 200 лет. Это важно, так как означает, что пирамида Синусерта II была построена только через столетия после его смерти. Но здесь есть и другая сложность. Дело в том, что радиоуглеродные даты часто определяются по древесине, а египтяне имели обычай использовать древесину многократно. Поэтому образцы дерева, взятые в пирамидах и вокруг них, могли быть ранее использованы. В учебниках по истории по-прежнему написано, что 4500 лет – это приблизительный точный возраст пирамид, но вполне возможно, что они были построены на 5 веков ранее. Мы уже рассматривали возможность наличия пустот и аномалий в Великих пирамидах Гизы. Вот самое четкое доказательство того, что эти пространства могут быть секретными камерами. В сентябре 2020 года исследователи обнаружили 2 потайные двери, скрытые внутри пирамиды. Они расположены в конце пары узких туннелей, которые тянутся от северной и южной стен камеры царицы внутри пирамиды, а затем упираются в каменные блоки, прежде чем достичь наружных стен. В туннелях недостаточно места для исследования их человеком, поэтому исследователи использовали робота, который сделал фотографии небольшой каменной двери с прикрепленными к ней 2 медными ручками. Этот же робот сделал снимки блеклых красных иероглифов, нанесенных на стены. Иероглифы выполнены грубо, почти как граффити, поэтому не исключено, что это отметки, оставленные каменщиками, строившими пирамиды. Эти шахты могли использоваться и для вентиляции, поскольку они не выходят на внешнюю сторону пирамиды, но они, конечно, слишком малы, чтобы человек мог свободно в них перемещаться.
Строительство двери подразумевает, что за ней есть что-то, что стоило бы защитить. Что же это может быть? А вот идея, которую вы, вероятно, уже слышали. На самом деле эта теория повторялась так много раз, что люди верят в ее истинность, хотя доказательства, на которых она основана, в лучшем случае неубедительны. В 1980-х годах египтолог Роберт Бьювелл утверждал, что 3 пирамиды комплекса Гизы идеально сочетаются со звездами, составляющими пояс созвездия Ориона на ночном небе. Вслед за этим он написал книгу под названием «Мистерия Ориона», которую выпустил в 1995 году. Книга стала бестселлером New York Times, и идея укоренилась в умах людей. Проблема в том, что вся эта концепция немного сомнительна. Невозможно заставить пирамиды выстроиться в одну линию с поясом Ориона, если только не перевернуть одно или другое. Конечно, если бы египтяне хотели отразить положение звезд, они бы расположили их так, чтобы не было необходимости в этой инверсии. Во-вторых, все 3 пирамиды были построены в разное время. Нет никаких доказательств того, что 3-я пирамида была запланирована, когда строилась 1-я. В-третьих, положение звезд на небе меняется на протяжении тысячелетий. Звезды пояса Ориона сейчас выглядят не так, как 4500 лет назад. Как бы впечатляюще не выглядели пирамиды сегодня, они выглядели еще более эффектно, когда только были построены. После пребывания под воздействием стихии в течение более 4000 лет, их наружные поверхности стали немного шероховатыми и бугристыми. Однако на момент завершения строительства они имели потрясающие, сияющие, сверкающие фасады, благодаря которым они выглядели почти как стеклянные. По словам Жаклин Уильямсон, египтолога из Гарвардского университета, облицовочные камни, из которых выполнены внешние фасады пирамид, были отполированы до блеска с использованием таких абразивных материалов, как мелкий песок. В разгар дня, когда солнце находилось высоко в небе, казалось, что пирамиды светятся, утверждает исследовательница. Уильямсон на 100% уверена в своих выводах и убеждена, что время, усилия и аккуратность, затраченные на процесс полировки, означают, что мастерство строителей, работавших над пирамидами, было даже выше, чем мы себе представляем. Что же касается того, что случилось с этими блестящими фасадами, то они естественным образом со временем потускнели и осыпались. Некоторые облицовочные камни были давно изъяты для использования в других строительных проектах, что несомненно ускорило процесс разрушения пирамид. Из египетских исторических записей мы знаем, что камень Бен-Бен предположительно обладал сверхъестественными свойствами. Он был найден в храме Ра в Гелиополе и был первым местом, на которое каждое утро падали лучи солнца. Первоначальный камень давно утерян, но он повлиял на дизайн нескольких скульптур и статуй, которые до сих пор существуют в Египте, включая замковые камни знаменитых пирамид. Считается, что камень символизировал Феникса, важное существо в египетской мифологии, из-за его способности пережить смерть и вернуться к жизни. Некоторые историки считают, что Бен-Бен воплощает семя Феникса, поскольку на языке, использовавшемся во времена строительства храма Ра 1000 лет назад, это слово имело значение оплодотворения. Одна из легенд гласит, что Бен-Бен — это холм, который появился из первичных вод Нуна, когда великий бог Атум создавал мир. Если вы когда-либо слышали упоминание камня судьбы в фольклоре, это были отсылки к этому мистическому камню. В настоящее время подниматься на египетские пирамиды запрещено, но в конце 19 века подобных правил не существовало. Так британский изобретатель и исследователь сэр Уильям Симмонс однажды решил подняться на вершину пирамиды Хеопса. Когда он добрался туда, его беспокоило ощущение покалывания, исходящее от кончиков пальцев и распространяющееся по рукам. Через несколько минут он сделал глоток вина из металлической кружки и получил электрический удар в тот момент, когда его губы коснулись ее края. С тех пор ходят слухи, что пирамида каким-то образом генерирует энергию. Если это так, то мы можем выяснить, как это происходит. Под плато Гиза есть водные каналы, по которым вода течет в больших объемах. Этот поток генерирует физиоэлектричество, которое впоследствии может направляться к вершине пирамиды. Многие французские теоретики предполагали, что пирамиды на самом деле были электростанциями, но насколько нам известно, египтяне ничего не знали об электричестве. Трудно представить, что они планировали провести физиоэлектричество через свой могучий монумент, даже если бы они понимали, что в нем существует источник энергии. Но удивительно, что эта система, похоже, работает вполне успешно.
Говоря о странных теориях на тему пирамид, можно вспомнить президентские выборы в США в 2016 году, когда Бен Карсон был кандидатом от республиканцев. Карсон придерживался необычной теории, согласно которой пирамиды были ничем иным, как огромными зернохранилищами. Мало того, он считал, что пирамиды были построены библейским персонажем Иосифом. Карсон – это христианский религиозный фундаменталист с довольно странными представлениями о многих вещах, но в данном случае он сильно заблуждается. Его версия основана на отрывке из книги «Бытие», где написано, что Бог велел Иосифу собрать всю еду на предстоящие благоприятные годы и сложить кукурузу под руку фараона, позволив ему хранить еду в городах. Обратите внимание на множественное число – города, а не город. Чтобы это толкование было верным, пирамиды должны были располагаться в гораздо большем количестве городов. Более того, ни в одной из пирамид не было найдено следов зерна, а это невозможно в случае, если бы здания когда-то были полны зерновых запасов. Последним гвоздем в крышку гроба этой теории является то, что внутренние размеры пирамид совершенно не подходят для хранения зерна. Возможно, в Египте нет более великой загадки, чем Серапиум в Саккаре. Именно так называется коллекция из 24 черных 100-тонных гранитных саркофагов, спрятанных на склоне холма к югу от Великой пирамиды Гизы. Судя по всему, гробницы были помещены на свое нынешнее место примерно 3300 лет назад, во время правления легендарного фараона Рамсеса II. Некоторые из ящиков были открыты, и в них были обнаружены останки быков культа Аписа. Быки были священными для древних египтян, но обычно их не хоронили с такими почестями. Одна из самых противоречивых теорий об устройстве саркофагов и их назначении заключается в том, что они использовались для процесса ферментации, что создавало в саркофагах давление, достаточное для возникновения свечения в темных туннелях. Другими словами, это могло быть примитивной, но удивительной формой освещения. Большинство египтологов отрицают эту идею, но лучших объяснений у них нет. Если древние египтяне были в силах создать систему освещения из газов разлагающихся быков, то их способности еще более удивительны, чем мы думаем. Широко распространена теория, что на плато Гиза когда-то была четвертая пирамида. Никаких археологических подтверждений этой предполагаемой четвертой пирамиды не удавалось найти в течение очень долгого времени. Но, возможно, эта таинственная лестница является первым признаком ее существования. Лестница уходит вниз, под пески пустыни, и, возможно, когда-то она располагалась в подвале пропавшей пирамиды. Это впечатляющий инженерный замысел. Лестница направлена прямо вниз через несколько метров известняка и ведет в скрытый подземный мир под плато, который был неизвестен до 2018 года. Доступ на плато строго ограничен, поскольку лестница находится на земле, принадлежащей армии. Но нескольким удачливым археологам удалось получить разрешение на вход под наблюдением. Удивительно, но самая нижняя ступень находится на глубине почти 40 метров под землей. Подземная область полна тщательно вырезанных ниш, в которые установлены саркофаги из черного базальта и гранита. Саркофаги открыты, так что очевидно в далеком прошлом кто-то совершал набеги на эти гробницы. Древний писатель Геродот как-то рассказывал о том, что египетские жрецы при строительстве Мемфиса создавали подземные камеры, и, судя по всему, в Гизе это тоже практиковалось. Похоже, что под плато находится целый тайный город. А на этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, не забудьте оценить его, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Для меня ваша активность – это лучшая награда. Спасибо за внимание, скоро увидимся, пока.